Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Давайте сегодня приготовим тертый пирог с яблоками. Этот пирог легок в приготовлении, а необходимые продукты почти у каждого есть в холодильнике. А это для теста мы возьмем муку, сахар, сливочное масло, разрыхлитель, яйцо. А для начинки яблоки, сахар, воду и лимонный сок. Готовим тесто. Пересыпаем муку в большую емкость. Добавляем разрыхлитель, сахар, одно яйцо. Так. И добавляем по кусочкам слегка подтаявшее сливочное масло. И теперь все это надо смешать. Кому удобно миксером, кому удобно руками. Я делаю руками. У нас в итоге должно получиться не вязкое липкое тесто, а вот такая вот сыпучая масса, то есть крошка. Вот, поэтому удобнее руками все делать. Миксер может не справиться с этой работой. Так, тесто готово. Пока отставляю его в сторону и занимаемся яблоками. Яблоки нужно почистить от кожуры и нарезать кубиками. Делаем карамель для яблок. Ставим на разогрев сковороду. Насыпаем сахар, добавляем воду и сок половинки лимона. Все перемешиваем и ждем, когда карамель станет такой золотистого цвета. Цвет карамели становится такой желтый, он прям темнеет на глазах. Поэтому берем очищенные яблоки нарезанные. Яблоки лучше брать твердых сортов. Перемешиваем. И немножко держим на огне, чтобы яблоки стали прозрачными. Они сейчас дадут сок еще свой. Яблоки пустили сок, и у меня карамель стала сиропом. Вот она разбавилась и стала жиденькой. Теперь мне надо, чтобы этот сироп уварился и снова стал карамелью. Поэтому тушим яблоки, периодически помешивая, и ждем, когда сироп станет более вязким таким. Весь процесс приготовления яблок занял у меня 10 минут. Все, сиропа нет, можно отключать нагрев. Отставляем в сторону. Теперь занимаемся тестом. Берем форму, у меня силиконовая. Тесто надо разделить это визуально на две части. Даже одна часть чуть-чуть больше второй. То есть вот большую часть мы пересыпаем в форму. Достаточно. И начинаем выравнивать вот эту крошку, слеплять ее в единое целое. У меня получился такой плотный блинчик. Теперь берем начинку, горячую еще, и пересыпаем ее сюда, в форму. Распределяем равномерно. А сверху посыпаем уже крошкой. Ничего утрамбовывать не надо. Просто вот так вот свободно посыпаем. Ставим выпекаться пирог в разогретую до 170-180 градусов в духовку. Пирог запекается где-то 40-45 минут. Как увидели, что он у вас зарумянился, стал красивым, можно доставать и оставлять остывать. Давайте попробуем, что у нас получилось. Пробуем. Еще горячие.
не утерпела. Решила попробовать. Получается такой сочный за счет яблок. И в то же время рассыпчатый пирог. Он идеально подойдет к чаю или кофе. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!